Вот родник. Зимой дерево упало, и икона тоже, которая была на нем, вот здесь вот упала. Но люди переместили ее вот сюда. Тут вот это вот Силкината топорик. И вот так вот расчистим с помощью пилы Катана Бой и Силкината расчищен путь частично. Общественно полезное дело. НАТО 210. Обоюдо, ну, с обоих сторон заточка. Не обоюдоострая, а с двухсторонняя. Потому что есть НАТО односторонняя. Вот она. Ножны у нее вот такие. Вот рубить, чтобы такие ветви. Самое то. С одного удара. То есть не хуже, чем мачете Трамантина, но, правда, потяжелее. Вот. А то здесь был проход затруднен. Уровень воды в реке Бужа сильно поднялся. И хоть сейчас и запрещено ловить рыбу, но поскольку я не очень умелый рыболов и вряд ли что-то поймаю, поэтому решил половить. Пока ничего не поймал, естественно. Хотя видел, как тут один рыбак поймал на резинку довольно крупную щуку. Вот только что недавно, там подальше. Настоящее лето. Вон. Я в футболке. Тепло, 25 градусов. Ну, ловля пока идет так себе, не очень удачно. Но сам факт, видел лягушек, всякие насекомые, муравьи, птицы, дятла видел. Хорошо. Ловлю на воблер белый. Вот такой. Но пока ничего не поймал. Может, надо блесну установить. Не знаю. Ну и вот Силкината. Очень она мне помогла. Нарубил ей там веток, проход соорудил. Хороший топорик такой. Буду дальше его изучать. Вот. От него подвес. А это вот амулет. Добывается березовый сок. Пришлось новые дырочки насверлить, потому что из старых идет он очень плохо. И тут вот я забил веточки такие, чтобы сок не шел. Там уже все заросло. Но придется вот новый, так сказать, источник сделать. Жарится лук.
Вот лягушка. Много их в озере. У них сейчас какая-то активность. Солнце. И дым костра. Самое большое удовольствие. Очень тепло, даже жарко. 19 апреля. Вот такая вот река. Поднялась вода. Птицы поют. Красота. Такие вот завалы. Вот чем такое пилить? На ум приходит только из немеханизированного инструмента. Это силки Катана Бой 1000. А вот это, кстати, кто-то силки отпилил. Такой маленькой. Были, наверное, туристы здесь грамотные. Кто про силки знает. Сейчас многие про это знают. Эти пилы, они совершенно на другой уровень вывели взаимодействие с лесом, с дровами. Открыли новые перспективы в костровом деле. Вообще, большое удовольствие. Ох, а тут кто у нас? А тут у нас какой? Он еще и шипит. Язычок. Вот это да. Ко мне ползешь. Здоровый. Вот что ты сюда выполз? В воду ползет. Оп. И поплыл. Пошипел, пошипел. А греться, наверное, выходил. В воде-то холодно. Ну, извини. Ну, извини. Такая вот красота. Уж уплыл. Тут кто-то рыбу чистил. Ну, вон он куда поплыл. Уж. Ух ты, ребята, что-то я нашел не очень хорошее. Какие-то то ли отрубленные, то ли отгрызанные. Похоже, грызаные лапы какого-то зверя. Не знаю уж какого, с длинными когтями. Но, похоже, это отгрызано.
Не похоже, что резано или рублено. Кто-то грыз, лапки эти отгрыз. Кошмар. Пошел лужа посмотреть. И вот чего я нашел. Чьи это лапки? Если кто знает, подскажите. Очень интересно. Да. А кругом вот так. А тут лапки лежат. Кто-то отгрыз. Эх, всякое бывает в природе. Всякое. Вот такой вот костер. Из 2 бревен толстых, больше 30 сантиметров толщиной. Это вот последние остатки елки, спиленной 2 года назад. 2 года горела елка. И вот последний ее костер. А птицы заливаются, лягушки там. Все чувствуют весну. Ну вот что можно сказать про этот топорик Силки НАТО. Довольно неплохой топорик. Можно им рубить толстые ветки. Ну, конечно, сухие его надо подтачивать, потому что изначально острота, я бы не сказал, что прям невероятная. Сырые рубят только в путь. Ручка у него такая же, как и у пилы. Ну, чуть-чуть отличается. У пилы вот такая форма ручки, а у этого вот такая. Видно вот там через дырочку. Но в обоих случаях это разборная ручка, и можно лезвие менять. Вот она здесь поддевается сзади. Резиновая она. Ну, тяжеленький такой топорик, мощный. Ветви, ну, сырые, наверное, 5 сантиметров с одного удара. Сухие, ну, как попадет. Ну, тоже 2, 3, 4 сантиметра перерубает. По-своему прикольный топорик. Мачете японская. Вот ножны. Не сказать, что это прям идеальный какой-то инструмент, но довольно неплохой. И вот уже начинает вечереть. Только что уток тут видел. Кстати, они не так и далеко улетели. И вон опять змея плывет. Где-то вот тут. Ну так и не видно особо.
Да. Ну или вот сосна. Странные звуки доносятся. Самолет, что ли, какой? Не знаю, жуть. Ага, а вот и утки. Вот они куда делись. По-моему, что-то летит. Но что может с таким звуком летать? Непонятно. Может, конечно, какой-нибудь урод гоняет на мотоцикле без глушителя. Тоже не исключено. Там вот деревня в километре где-то. Может, там развлекается. Не знаю. А вот тут пляжик такой, как бы, типа. Ох, тут как прикольно. Вот красота. О, а что мы тут видим? Ну, кстати, вот эти вот красные березы, вот они. Вот он, красный цвет. Как в всяких аномальных зонах бывает. Но там они еще и квадратного сечения. Вот был дуб когда-то. Гигантский дуб. Был. А теперь нет. Только пень остался. А вот бобры. Вот не бобра ли были те лапки, которые я нашел? Может быть. Только кто тогда его сожрал? Кто отгрыз эти лапки? Вопрос. Ну, какая благость. Упало дерево. И течет вода. Здесь было бы интересно проходить на лодке. На Пократте. Что тут? Сейчас змей полно. Ой. Ух. Вот так вот река. Ловил сегодня. Нарушал запрет. Но не выловил ничего. Надо вот, может, сюда вот сходить половить утром рано. Мне кажется, тут может быть. Ага, вот опять же бобры. Добры. Здесь они есть. И кто-то их тоже кушает.
кушает их кто-то злой. Вот кто это может отгрызть? Напишите в комментариях, что все тельце бобра сожрали, а лапки не стали. Может, уж там когти. Ух, какая тут красота. Лепота. Все эти техногенные звуки пропали. Только птицы. И небо. Вот так вот. Весна. А ведь у бобра у него зубы-то вон какие. Вот так умеет делать. И вот какой-то зверь не побоялся этих зубов. Хотя, говорят, даже волк боится. И пожрал. Пожрал бобра. За исключением лапок. И вот и загадка. Кто может так сделать? Ага, рыбка тут плещется. Ох, как хорошо. Вот куда надо идти. Вот куда надо идти завтра с утреца. Кто-то там плескался. Ох, опять преодоление. Преодоление. Вот как это, как же это все мне преодолеть? Вот так. Хорошо тут. Я уже сменил шапочку. Был такой сериал «Лекс». Там главный герой, пилот звездолета был. Это у него была прекрасная шапочка. Вот всегда хотел иметь такую подобную шапочку, но... Нет, звездолет тоже было бы неплохо иметь подобный, но это маловероятно. А вот шапочку... И вот посмотрите, друзья, дуб. Вот, к примеру, какой бывает дуб. Опа! Вот такой бывает дуб. Да и сосна бывает. А, нет, это елка. Елка хорошая такая. Тоже. Но она такая же примерно, как и дуб. Эх, жалко. Камера это не снимает нормально в потемках. А некоторые ведь люди боятся в лесу вечером находиться, когда уже темнеет. Страшно. А что бояться? Ну, конечно, можно напороться на сучок. Но бояться-то не этого. Бояться, что из темноты кто-то выскочит. Хотя, так подумать, вот бобра того же. Ой. Вот тут вот тоже елка. Например. Опа.
кто-то ведь съел. Так что страх не такой уж беспочвенный. Но это, как говорится, что уж на роду написано. Чего бояться? Опасаться надо, а вот бояться ни к чему. А вот, собственно, и жаба пробирается куда-то. Тут бывало я видел жаб. Сейчас у них, видимо, период такой. Они оживают, начинают квакать. Вот она застыла. На тепло идет. Тут костер. Вот для сравнения жаба. А вот костер. Вот жаба. Вот жаба. А вот костер. Конечно, раньше былые времена, когда такой пилы у меня не было, то такие костры, конечно, тоже устраивались, но с большим трудом, если удавалось где-то найти подходящего размера бревно. Вот так. Подходящего такого размера. И притащить его. А тут вот перепилил. Вот жаба. И вот бревно. Перепилил. И оно будет гореть тут до утра, это совершенно точно. Ну, я, конечно, может, его немножко рассредоточу, что оно будет просто так гореть ночью. Смысл. Вот, а здесь тренога. Тренога для приготовления пищи. Вот на ней висит такое вот приспособление с крючком. Кстати, уже нормально обгорел, надо будет заменить. На котором на тросике из нержавейки находится подвес. Вот. А тут газовая горелка. Вот она. Сейчас кипятил чай на газу. Ну, просто быстрее. Ну и надо как-то ее задействовать. Куда делать жаба. Ну, все. Жаба пока... А, нет, вон она. Вот она, жаба. Какая красивая жаба. Оп. Вот их другие жабы ее зовут туда, в воду. Она правильно идет. Водоем в той стороне. Ну, пусть идет, не будем ей мешать. О, как ползет. Тут огонь. Для нее такой огонь, как для нас, не знаю, доменная печь. Примерно. Бревно. Вот. 30 сантиметров диаметром. Катанобоем перепилил, конечно.
Для того он и нужен. И можно тут сидеть около этого костра весьма долго. А водоем, где жабы поют, вот здесь. Вот их тут полно. В водоеме в этом. Вот вода. А я вот на коврике. Вещи подсобрал более-менее. Палатку туда. Время-то уже 10 час. Утро. 20 мая. Фу, 20 апреля. Какого мая? Вон почти вся кружка набралась. Это литр. Но, конечно, скорость не та. Ну и вот что осталось от костра. Почему надо толстые бревна использовать? Жаба вчера приходила. Так что все, елка того. О, интересно, здесь появилась вода. Вот эта вот елка за 2 года сожжена. Осталось только вот там немного. Ну ничего, вот лежит еще одна, которую ветер повалил. А вот и еще совсем без елок-то не останусь. Там тоже есть много. Сейчас где-то 6 с чем-то утра. Христос воскрес. Пасха. Самый лучший храм. Это вот вот такой вот. Самый лучший. Природа. Творение. Пойду попробую рыбу половить. Птицы просто заливаются. Утро. Еще, по-моему, 7 часов нет. Река. Ловил. Кидал. Ничего не накидал. Ну ничего. Что поделаешь. Это такое дело. Да,
При таком уровне воды очень даже возможно проплыть по Боже. Ну, конечно, завалы вот есть, ну, возможно, преодолимые. Довольно преодолимые. Тут и пешком-то пройти не всегда получается нормально. Вот дерево. Тут крупные деревья. Присутствуют. И тепло, очень тепло, появились комары. В этом году прям рано. Очень рано они появились. Такой тут залив. Ландыши уже вылазили. Скоро и зацветут. И все, начнется опять лето очередное 25-го года. Так подумал, что до 2000 года я прожил меньше, чем после него. В 2000-м мне исполнилось 24 года. А сейчас уже 49. В следующем году 50 будет, если доживу. Вот так. Быстро жизнь пролетела. Было, конечно, много хорошего. Много и печального было. Как у всех. Как у всех. Но, конечно, немножко обидно. Немножко так вот. Чуть-чуть. А с другой стороны, что есть, то есть. Вот хорошо я пришел к тому, что природа, костер, рыбалка, вот это все дает мне радость. Может, это самый главный итог жизни. И что оставшиеся годы немногие. О, проведу я вот такими занятиями занимаюсь. А тут что мы видим? Вот. Это похоже от тех же лапок. Фрагмент. Значит, все-таки люди убили. Значит, все-таки люди убили. Это шкура какая-то. Бобра, наверное, убили. Лапки оторвали. Шкуру выбросили в реку. И было это совсем недавно. Да. Ну и сволочи. Какие же люди все-таки гнусные твари бывают. Все поотрубили и все в реку выбросили. Вот так вот. И осквернили реку и убили животное. Зачем? Зачем им это нужно? Мясо этого бобра есть. Ну, это, по-моему, только какие-то, не знаю,
В магазине вон котлеты продаются, ешьте, если так вам надо. Но если уж убили, так хоть не бросайте в реку все это дело. Эх, такие вещи, конечно, печалят. Гнусность человеческая, гнусность. Это не должно быть нормой. Это должно быть осуждаемо. Постыдно. Но, к сожалению, вот живем. В общем-то, поэтому печально, что большая часть жизни прошла именно вот в такой вот морально-нравственной обстановке кругом. Среди вот таких людей, таких вот норм. Это очень-очень обидно. Ну, что поделаешь. Сегодня Пасха. Не будем о плохом думать. Вот горит костер. Просто достаточно было сложить угольки вместе. Такой костер мощный достаточно. Чтоб на нем приготовить, вопрос непростой. Может, гречку. Что еще готовят в таких условиях? Гречку. Видел сейчас мышь. Она проскакала куда-то вот туда. Быстро двигается, кстати. Если будет медленно двигаться, ее съедят. Мышь. Ну, вот тут вот у нее в траве, среди веток вот этих раздолье. Может и на ствол, наверное, дерева залезть. Какие-нибудь там вкусности поискать. Кто знает, чем она занимается. Ест растительную пищу. Ну, может, и насекомых, каких червячков. Что придется? Ну, скорее всего, растительную. Был случай такой на Селигере, опять же. Сыр я купил там. Ну, и знаю, что мыши могут добраться. В пакет полиэтиленовый завязал, его положил в другой пакет и подвесил на ветке высоко. Ну, на высоте, наверное, 2 метра. И спать ушел. И тут, в общем, просыпаюсь. Решил с утра поесть. У меня хлеб был. Думаю, с сыром-то как хорошо будет хлеб. Самое оно. Сочетание такое, ну, положительное. С сыром, с маслом хлеб. Вот это все. Не просто так хлеб. Снимаю пакет, значит, с ветки. И что же? Мышь пробралась и туда. И выгрызла из этого сыра, ну, такой объем, наверное, как со столовую ложку. И все это обгрызано было зубчиками, этими мышиными. Обидно было. Что делать? Не то жалко, что мышь съела сыра какую-то часть. Это ладно. Разве жалко? А то, что она могла внести туда заразу, инфекцию какую-то. Ну, я вырезал то, что где грызла мышь.
И сыр этот просто пожарил. Сыр можно тоже жарить. Особенно, ну, такие специальные сорта сыра, к этому предназначенные. Ну, то был не специальный, но все равно я его пожарил и с хлебом еще вкуснее поел. Даже чем просто сыр такой не жареный. А другой был случай с сыром связанный. Давно это было в Абхазии. Там я был около города Ткуарчал, в таком месте, которое называется 17-я, что ли, шахта. Ну, там поселение такое, мало народу было, несколько человек жило. И вот там было основание канатной дороги, которая уже не действует. Такие бетонные кубы здоровенные. И там в Абхазии продается очень хороший сыр в виде таких кругов, копченый там сыр. Было у меня несколько таких кругов с собой. А там рядом жил человек, Сергей звали. У него было 2 собачки. И вот эти вот собачки ко мне, значит, приходили. И одну из них причем звали Чубайс, а вторую Джигурда. Ну, как бы по имени этих людей каких-то там, типа. Вот. И вот эта вот собачка Чубайс запрыгнула на куб бетонной высотой. Ну, мне, наверное, по грудь. Такой здоровый куб. Схватила килограммовый кусок сыра и унеслась. В общем, лишилась таким образом я целого куска. Может, ну не килограммовый, ну может грамм 600. Ну, в общем, здоровый такой круг сыра. Вот так вот Чубайс. Что человек Чубайс, прохиндей, что собака с таким именем тоже с наклонностями. Вот, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. А вообще там, конечно, очень красивые места. Рядом уже большие горы начинаются. Водопады огромные. В общем, жаль, что так все получилось. Теперь там все заброшено. Многие годы уже. Рядом город Акармара, поляны. Это было когда-то в свое время прям шикарное место. Угольщики там жили. Уголь добывали. Но потом война была в 93-м году. Ну и все это заброшено осталось. Мост там есть удивительный. Изогнутый мост через пропасть такой. Тоже по нему ходил. Эх. Давно это было. Давно. А про собачку помню, и про сыр, и про мышь. Вот в этом и есть жизнь. Вот с помощью треножника можно отрегулировать
Очень даже тонко. Когда направить. Вот сюда. Вот так. И тут тросик. То есть система какая? Треножник. Вот. Он связан тросиком. На тросике есть петля. Ух, горячо. Почему должен быть тросик? Потому что здесь горячо. И палка с таким крюком от развилки. Это расходный материал. И там, соответственно, висит котел над огнем. А котел я набрал туда водички, чтобы сам котел промыть после того, как суп там вчера варился из сырков. И чтобы ополоснуть свою миску. Потому что мышь, может, ночью лазила и все там что. Можно, конечно, непосредственно подвешивать на тросике, но это не очень удобно. Лучше гораздо на палочке. Потому что тогда за эту палочку можно брать, она не такая горячая, она твердая. Вот эта вот система подвеса одна из самых оптимальных. Когда не нужно, этот треножник можно убрать, разобрать. Вот уже и закипает. Скоро закипит. Ну вот, заканчивается уже поход. Сегодня я решил пораньше уехать на дневной электричке, потому что праздничный день на вечерний будет совсем ужасно. Невыносимо. Смотрим, можно ли здесь обойти. И, конечно, есть клещи, я знаю, в этом месте. Но будем надеяться на милость Всевышнего, что избавит от такого неприятного дела. Здесь дорожка натоптана уже. Ходят тут всякие. Вот. Ходят. Бобров обижают. Да. Не укладывается в голове, зачем убили, расчленили бобра. Неужели мультики в детстве не смотрели никакие? Может, и смотрели, не знаю. Да, тут прям торный путь. Торный. Очень даже. Но здесь немножко не торный. Можно обойти.
серили свиньи. Прям недалеко. И вот еще тоже. Недавно гадили. Все-таки народ такой свинский. Ну ты отойди в лес, там посерь. Ну что ж ты. Все серут. Это понятно. Ну где и как. Это вот нам решать и нам выбирать. Взяли, нагадили. Бобра убили, насрали. Ну что за люди, а? Вот так вот. Так и живем. Так мы и живем в этом мире бушующем. Такая поляна. Когда-то вот здесь вот палатка у меня стояла. Прямо вот на этом месте. А здесь когда-то давно-давно видно, что окопано. Тут вот стояли палатки каких-то туристов еще тех формаций. Советских, древних, брезентовые. Это было другое время. Мне чуть-чуть удалось застать 80-е годы. О, да тут еще... Да, чуть-чуть. Все эти брезентовые палатки. Все это... Песни под гитару слышал. Но я был еще маленький тогда. Сколько мне было? В 86-м году 10 лет. Ну, много путешествовал с родителями, которых уже нету. Где только не был. И на Байкале, и в Башкирии. Много где. На морях различных. За это я им бесконечно благодарен. Бесконечно. Что не на даче все лето сидел, а был на море. Был где-то еще в горах там, в разных местах. И поэтому мир стал воспринимать совсем иначе. Старался путешествовать всегда. Узнавать что-то новое, читать, мечтать. Ах. Так что с годами все больше и больше понимаю, насколько я им благодарен. Но вернуться нельзя никуда. Вон птица тут какая-то растерзанная. Все тут растерзанное. Кто-то кого-то терзал на этой поляне. Таков уж наш мир. Красота вроде, и в то же время терзают. Тут тоже вот хорошее местечко было, но тоже загадили. Все тут осквернили. Ну вот что тут будешь делать? Эх, река, река. Нет у нее памяти. А у нас есть. У нас есть. К счастью, к сожалению, но есть. Ой.
Да, пора прощаться с этой красотой. И этой, и вообще. И где-то там рыба есть, уже плещется. А вон птица сидит на веточке. Вот она. И у нее совершенно своя жизнь. А у нас своя. Тяжелая. Много понимаем и за много несем ответственность. Вот такое вот. То, что в лесу срали, то, что бобра убили. За все это люди несут ответственность. Все вместе. Даже те, кто этого не делал, к сожалению. А, что поделаешь? Что поделаешь? Не будем особо печалиться. Что есть, то есть. Челюсти. Двадцать 26 градусов. Все. Пора домой.